Мне часто задают вопросы, связанные с различными текстами, притчами и тому подобное из Евангелий, сказал как-то Гурджиев. По-моему, для нас еще не пришло время говорить о Евангелиях. Для этого требуется гораздо больше знаний. Но время от времени мы будем брать какой-нибудь евангельский текст в качестве отправной точки для своих бесед. Это научит вас правильному подходу к ним и, прежде всего, пониманию того факта, что в известных нам текстах самые важные пункты обычно отсутствуют. Для начала возьмем известный текст о зерне, которое должно умереть, чтобы родиться. «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». У этого текста много разных значений, и мы будем часто к нему возвращаться. Но прежде всего необходимо узнать принцип, который содержится в данном тексте, и узнать, как его в полной мере применять к человеку. Существует книга афоризмов, которая никогда не была и, вероятно, никогда не будет опубликована. Я упоминал уже об этой книге в связи с вопросом о смысле знания и цитировал оттуда один афоризм. Касательно того, что мы обсуждаем, в этой книге говорится следующее. Человек способен родиться, но чтобы родиться, он должен сперва умереть, а прежде чем умереть, ему необходимо пробудиться. В другом месте эта книга утверждает, когда человек пробудится, он может умереть, а когда он умрет, он способен родиться. Мы должны выяснить, что это значит. Пробудиться, умереть, родиться — вот три стадии, следующие одна за другой. Если вы будете внимательно изучать Евангелие, то увидите, что там часто говорится о возможности родиться, несколько раз упоминаются возможность умереть и много раз необходимость пробуждения. «Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа» и так далее. Но эти три возможности человека — пробудиться, то есть не спать, умереть и родиться — не поставлены в связь одна с другой. Тем не менее, все дело именно в этом. Если человек умирает, не пробудившись, он не способен родиться. Если человек рождается не умерши, он может стать бессмертной вещью. Таким образом, тот факт, что он не умер, не позволяет человеку родиться, а тот факт, что он еще не пробудился, препятствует его смерти. И если ему придется родиться не умерши, это воспрепятствует его бытию. Мы уже достаточно говорили о смысле выражения «родиться». Это относится к началу нового роста сущности, к началу формирования индивидуальности, к началу появления неделимого «я». Но чтобы достичь этого состояния, или, по крайней мере, начать его достижение, человек должен умереть, то есть освободиться от тысячи мелких привязанностей и отождествлений, которые удерживают его в том положении, в котором он находится. Он привязан ко всему в своей жизни, к своему воображению, к глупости, даже к страданиям. Возможно, именно к ним он привязан больше, чем к чему-либо. Он должен освободиться от этих привязанностей. Привязанность к вещам, отождествление с вещами сохраняют живыми тысячи бесполезных «я» внутри человека. Эти «я» должны умереть, чтобы родилось большое «я». Но как заставить их умереть? Они не желают умирать. И как раз здесь на помощь приходит возможность пробуждения. Пробудиться значит осознать свое ничтожество, то есть осознать свою полную и абсолютную механичность, полную и абсолютную беспомощность. Недостаточно понять это философски, на словах. Необходимо понять все на ясных, простых и конкретных фактах из собственной жизни. Когда человек начнет узнавать себя, он увидит в себе много того, что приведет его в ужас. Пока человек не пришел от себя в ужас, он ничего о себе не знает. Но вот человек увидел в себе нечто, вызвавшее в нем ужас. Он решает отбросить это качество, прекратить его, положить ему конец. Однако, сколько бы усилий он ни предпринимал, он чувствует, что не в состоянии ничего сделать, и все остается таким, каким было. Здесь он увидит свое бессилие, свою беспомощность, свое ничтожество. Или же, начиная узнавать себя, человек видит, что у него нет ничего собственного, и все, что он считал своим, взгляды, мысли, убеждения, вкусы, привычки, даже заблуждения и враки, все это не принадлежит ему, а сформировалось благодаря подражанию или было заимствовано откуда-то в готовом виде. Поняв это, человек осознает свое ничтожество.
Осознав свое ничтожество, человек увидит себя таким, каков он есть на самом деле, и должен запомнить этот факт и не забывать его ни на одну секунду, ни на одно мгновение. Такое постоянное осознание своей ничтожности и беспомощности в конце концов придает человеку смелость умереть, то есть умереть не просто мысленно в своем сознании, а на самом деле отказаться по-настоящему и навсегда от тех аспектов самого себя, которые или не являются необходимыми с точки зрения собственного роста, или препятствуют ему. Этими аспектами оказываются прежде всего все его ложные «я», а затем все его фантастические идеи о своей индивидуальности, о воле, сознании, способности делать, о своих силах, инициативе, решимости и тому подобное. Но чтобы видеть какую-то вещь всегда, человек должен сперва увидеть ее хотя бы на секунду. Все новые силы и способности понимания приходят в одном и том же порядке. Сначала они возникают в виде вспышек в короткие и редкие мгновения, затем появляются чаще и продолжаются дольше, пока, наконец, после длительной работы не станут постоянными. То же самое относится и к пробуждению. Сразу пробудиться полностью невозможно. Надо сначала пробуждаться на короткие мгновения. Но сделав некоторое усилие, преодолев некоторое препятствие, приняв решение, после которого нет возврата, необходимо умереть раз и навсегда. Это было бы трудно, даже невозможно, если бы такому событию не предшествовало медленное и постепенное пробуждение. Однако существуют тысячи вещей, которые препятствуют пробуждению человека, удерживают его в власти сновидений. Чтобы действовать конщина с намерением пробудиться, необходимо знать натуру тех сил, которые удерживают человека в состоянии сна. Прежде всего, необходимо понять, что сон, в котором протекает человеческое существование, это не нормальный, а гипнотический сон. Человек погружен в гипнотическое состояние, и это состояние постоянно в нем поддерживается и укрепляется. Можно подумать, что существуют силы, которым выгодно и полезно держать человека в гипнотическом состоянии, не давая ему видеть труху и понять свое положение. Есть восточная сказка, в которой рассказывается о богатом волшебнике, у которого было много овец. Волшебник был очень жаден и не хотел нанимать пастухов, не желал строить изгородь вокруг пастбища, где паслись его овцы. Из-за этого овцы часто забредали в лес, падали в пропасть и так далее. Самое же главное, они убегали от него, так как знали, что волшебнику нужны их мясо и шкуры. И вот, наконец, волшебник нашел средство. Он гипнотизировал овец и, во-первых, внушил им, что они бессмертны, что, сдирая с них шкуры, им не причиняют вред, а наоборот, такая операция будет им приятна и даже полезна. Во-вторых, он внушил им, что сам он, волшебник, их добрый хозяин, который так любит свое стадо, что готов сделать для него все, что угодно. В-третьих, он внушил им, что если с ними что-нибудь случится, то это произойдет не сразу, во всяком случае не в один день, поэтому им и не стоит об этом думать. Наконец, волшебник внушил овецам, что они совсем не овцы, что одни из них львы, другие орлы, третьи люди, четвертые волшебники. И после этого всем его заботам и беспокойствам настал конец. Овцы никуда больше не убегали, а спокойно ждали того часа, когда волшебнику потребуется их мясо и шкуры. Эта сказка очень хорошо иллюстрирует положение человека. В так называемой оккультной литературе вы, вероятно, встречали выражение «кундалини», «огонь кундалини» или «змея кундалини». Это выражение используют для обозначения необычной силы, особого вида, которая существует в человеке и которую можно обудить. Однако ни одна из существующих теорий не дает правильного объяснения силы кундалини. Иногда ее связывают с половыми функциями, с половой силой, то есть с возможностью использовать половую энергию для иных целей. Это предположение совершенно ошибочно, потому что кундалини может находиться где угодно. Кроме того, кундалини не является чем-то желаемым или полезным для развития человека. Любопытно, что оккультисты ухватились за услышанное где-то слово, но совершенно изменили его смысл и превратили ужасную и опасную вещь в нечто вызывающее надежду и ожидаемое как благословение. На самом деле, кундалини — это сила воображения, сила фантазии, которая подменяет собой реальную функцию.
Когда человек мечтает вместо того, чтобы действовать, когда его мечты становятся на место действительности, когда человек воображает себя львом, орлом или волшебником, это в нем действует сила кундалини. Кундалини может действовать во всех центрах, и с ее помощью все центры удовлетворяются воображаемым вместо реального. Овечка, которая считает себя львом или волшебником, живет под властью кундалини. Кундалини – сила, вложенная в людей для того, чтобы удерживать их в нынешнем состоянии. Если бы люди сумели увидеть свое настоящее положение, если бы они осознали весь его ужас, они ни секунды не смогли бы оставаться там, где находятся. Они стали бы искать выход из положения и очень скоро нашли бы его, ведь выход есть, но людям не удается его увидеть, потому что они загипнотизированы. А кундалини – это как раз та сила, которая удерживает их в гипнотическом состоянии. Пробудиться значит выйти из состояния гипноза. В этом и заключается главная трудность, но в этом же и гарантия возможности пробуждения, так как Другая, не менее важная его сторона заключается в том, что человеку очень трудно хранить молчание об интересующих его вещах. Ему хотелось бы говорить о них каждому, с кем он, так сказать, привык делиться мыслями. Это самое механическое из всех желаний, и в этом случае молчание представляет собой самое трудное правило воздержания. Но если человек понимает это, или, по крайней мере, следует этому правилу, оно станет для него лучшим упражнением для вспоминания себя и развития воли. Только такой человек, который, когда это необходимо, может хранить молчание, способен стать господином самого себя. Но многим людям нелегко приучить себя к мысли, что одна из главных черт их характера состоит в ненужной болтливости. Это особенно трудно для тех, кто привык считать себя серьезными и разумными личностями, молчаливыми, любящими уединение, размышления. По данной причине это требование особенно важно. Помня и выполняя его, человек начинает видеть такие стороны самого себя, которых никогда раньше не замечал. Следующее требование к членам группы заключается в том, что они должны говорить учителю в группе всю правду. Это также необходимо понять ясно и правильно. Люди не понимают, какое огромное место в их жизни занимает ложь, хотя бы в виде сокрытия правды. Люди не в состоянии быть искренними ни с собой, ни с другими. Они даже не понимают, что научиться быть искренними, когда это необходимо, одна из самых трудных вещей на земле. Они воображают, что от них самих зависит говорить или не говорить правду, быть или не быть искренними. Поэтому им необходимо этому научиться, и прежде всего научиться правильному отношению к учителю, который руководит работой. Говоря учителю обдуманную ложь или проявляя неискренность с ним, скрывая от него нечто, они делают свое присутствие в группе совершенно бесполезным. Это даже хуже грубости или невежливости с учителем. Следующее требование к членам группы заключается в том, что они должны помнить, зачем они пришли в группу. Они пришли сюда учиться и работать над собой, причем учиться и работать не так, как они сами понимают это, а так, как им говорят. Поэтому, если, находясь в группе, они начинают чувствовать или выражать недоверие к учителю, критиковать его действия, если они полагают, что лучше знают, как именно руководить группой, в особенности же, если они демонстрируют недостаток внимания к учителю, неуважение к нему, грубость, нетерпение, склонность к спорам, это сразу же кладет конец всякой работе, потому что работа может вестись лишь до тех пор, пока люди помнят, что они пришли учиться, а не учить. Если человек перестает доверять учителю, учитель становится ему не нужен, но и он сам становится не нужен учителю. И в этом случае ему лучше уйти и поискать другого учителя, или попытаться работать вообще без учителя. Это не принесет ему пользы, но во всяком случае принесет меньше вреда, нежели ложь, скрытность или противодействие учителю, недоверие к нему. В дополнение к этим фундаментальным правилам предполагается, конечно, что все члены группы должны работать. Если они, посещая группу, не работают, а лишь воображают, что работают, если они рассматривают свое присутствие в группе как простое присутствие, если, как это часто бывает, они смотрят на свое присутствие в группе как на времяпрепровождение, если ищут приятных знакомств и так далее, их присутствие в группе становится совершенно бесполезным. И чем скорее они добровольно покинут группу или их оттуда удалят, тем лучше будет для них и для других. Требования, которые были здесь перечислены, составляют материал для правил, обязательных для всех членов группы. Во-первых, эти правила помогают тому, кто хочет работать, избежать всего, что может помешать ему или повредить его работе.
Во-вторых, они помогают ему вспоминать себя. Нередко в начале работы членам группы не нравится то или иное правило, и они даже спрашивают, а разве нельзя работать без правил? Правила кажутся им ненужным стеснением свободы и нудной формальностью, напоминание о правилах кажется им злой волей или выражением неудовольствия со стороны учителя. В действительности же правила — это главная и первая помощь, которую они получают от работы. Эти правила не доставляют им удовольствия или развлечения, или облегчают работу, а преследуют определенные цели. Заставить изучающих вести себя так, как они вели бы себя, если бы они вспоминали себя и понимали, как им вести себя по отношению к людям, не участвующим в работе, к людям, связанным с ними работой, а также к учителю. Если бы они вспоминали себя и понимали это, им не нужны были бы правила. Но они не способны вспоминать себя и понимать все в начале работы, так что правила остаются необходимыми, хотя и не могут быть легкими, приятными и удобными. Наоборот, они должны быть трудными, неприятными и неудобными, иначе они не будут отвечать своей цели. Правила — это будильники, которые будят спящего. Но человек, открывающий на секунду глаза, негодует на будильник и спрашивает, а разве нельзя проснуться без будильника? Кроме общих правил, существуют индивидуальные правила и условия, которые даются каждому лицу в отдельности и обычно связаны с его главным недостатком или главной чертой. Это требует некоторого объяснения. В характере каждого человека есть черта, которая является центральной. Она подобна оси, вокруг которой вращается вся его ложная личность. Личная работа каждого должна заключаться в борьбе против его главного недостатка. Этим объясняется, почему не может быть общих правил для работы, почему все системы, которые пытаются выработать общие правила, или ни к чему не ведут, или приносят вред. Да и как могут существовать такие общие правила? Ведь то, что полезно одному, может оказаться вредным для другого. Один человек слишком разговорчив, ему нужно научиться хранить молчание. Другой молчалив, когда ему нужно говорить, ему надо разговаривать. Так бывает везде и повсюду. Общие правила для работы в группах относятся к каждому члену. Личные указания могут быть только индивидуальными. Как правило, человек не может самостоятельно найти свою главную черту, свой главный недостаток. Учитель должен указать ему на нее, показать, как с ней бороться. Никто другой, кроме учителя, не может этого сделать. Изучение своего главного недостатка и борьба с ним составляет как бы индивидуальный путь каждого человека, но цель у всех членов группы должна быть одна. Такой целью является понимание своей ничтожности. Только в том случае, когда человек по-настоящему и искренне пришел к убеждению о своей беспомощности, когда он стал постоянно ее чувствовать, он будет готов для следующих, более трудных стадий работы. Все, что было сказано ранее, относится к подлинным группам, занятым настоящей конкретной работой, которая связана с так называемым четвертым путем. Но кроме них есть много подражательных путей, подражательных групп и подражательной работы. Это даже не черная магия. На лекциях часто задают вопрос о том, что такое черная магия. Я отвечаю, что нет ни красной, ни зеленой, ни желтой магии. Есть механичность, то есть то, что случается, и есть делание, то есть магия. А делание возможно только одного рода, двух родов делания не бывает. Но может быть фальсификация, подражание внешнему проявлению делания, которое не приводит ни к каким объективным результатам, но которое способно обмануть наивных людей и вызвать у них веру, ослепление, энтузиазм, даже фанатизм. Поэтому в истинной работе, то есть в истинном делании, не допускается создание у людей ослепления. Черная магия связана с ослеплением, это игра на человеческих слабостях. Черный маг, добрый или злой, всегда является продуктом школы. Он чему-то научился, что-то услышал, что-то знает. Это просто полуобразованный человек, который или был удален из школы, или сам оставил ее, решив, что уже достаточно знает, что более не должен ничему учиться, что может работать самостоятельно и даже направлять работу других. Всякая такая работа приводит лишь к субъективным результатам, иначе говоря, только увеличивает обман и углубляет сон, вместо того, чтобы их уменьшать. Но тем не менее, чему-то можно научиться и у черного мага, хотя и не прямым путем.
Иногда он может даже случайно сказать правду. Вот почему я говорю, что есть вещи намного худшие, чем черная магия. Таковы всевозможные оккультные и теософические общества и группы. Их учителя не только сами не были в какой-либо школе, но даже не встречали никого, кто был в школе. Их работа сводится к простому обезьяньему копированию. Но подражательная работа подобного рода приносит большое удовлетворение. Один человек чувствует себя учителем, другой учеником, и каждый испытывает удовлетворение. Здесь нельзя обрести понимание своей ничтожности, и даже если люди уверяют, что оно у них есть, это все иллюзия и самообман, если не прямой обман. Наоборот, вместо понимания своей ничтожности, члены таких кружков обретают чувство собственной важности, и их ложная личность растет. Сначала очень трудно проверить, верно или неверно ведется работа, правильны или неправильны получаемые указания. В этом отношении теоретическая часть работы может оказаться полезной. Исходя из этого аспекта, человеку легче судить о ней. Ему известно, что он знает и чего не знает, чему можно научиться обычными способами, а чему нельзя. И если он узнает что-то новое, что-то такое, чего нельзя узнать обычными способами, из книг тому подобное, это в некоторой степени является гарантией того, что и практическая часть тоже будет правильной. Но, конечно, это не дает полной гарантии, и здесь возможны ошибки. Все оккультные и спиритические общества уверяют, что они обладают новым знанием, и находятся люди, которые этому верят. В правильно организованных группах не требуется никакой веры, необходимо лишь немного доверия, да и то на короткое время, ибо чем скорее человек начнет проверять то, что он услышит, тем лучше для него. Борьба с ложным «я» против главного недостатка человека – важнейшая часть работы, и она должна вестись на деле, а не на словах. Учитель дает каждому ученику определенные задачи, для выполнения которых требуется победа над главным недостатком. Когда ученик выполняет их, он борется с самим собой и работает над собой. Если же он избегает задач, не стремится их выполнять, это значит, что он либо не хочет, либо не может работать. Как правило, вначале даются самые нетрудные задачи, которые учитель даже не называет задачами. Он не говорит о них много, а дает их в виде намеков. Если он видит, что его понимают, что задания выполняются, он постепенно усложняет их.